I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Последние годы в мире остро проявляется тема домашнего насилия. Имя Веры Пехтелевой пополнило печальную сводку преступлений, совершенных на почве ревности. В 2020 году в Кемерово мужчина до смерти забил свою бывшую девушку, Веру Пехтелеву, приехавшую забрать свои вещи. Соседи не раз звонили в полицию, студентка кричала и просила о помощи. Но наряд приехал после того, как соседи выломали дверь и обнаружили труп. А 8 ноября 2003 года стало известно, что убийца на свободе. Хорошая девочка для плохого мальчика. Вера Пехтелева родилась 24 сентября 1997 года в городе Киселевск, Кемеровской области. Училась в лицее, где о ней перед выпуском написали «Творческая личность». Судя по информации с официального сайта образовательного учреждения, девушка участвовала в областных и городских мероприятиях, заняла первое место на фестивале «Радуга». Из ранней биографии Веры известно, что она занималась в вокальном коллективе «Киселевские авоськи». Родители души не чаяли в наследнице, искренне радуясь ее успехам в музыке. Когда Вера окончила школу, ее мать Оксана думала, что девочка поступит в университет культуры. Но девушка неожиданно поменяла решение, отдав документы в Кузбасский государственный технический университет города Кемерово. Студентка факультета экономической безопасности училась хорошо и мечтала о карьере в ОБЭП. Много лет назад пути Оксаны и Евгения, родителей Веры, разошлись. Сейчас у них новые семьи, но теплые отношения сохранить удалось. Вера была желанным гостем в новой семье отца. Вместе ездили на отдых, строили планы. У девушки перед глазами был пример двух семей, где все уважительно относятся друг к другу. О личной жизни Пехтелева всегда рассказывала матери. Поэтому об отношениях с будущим убийцей Владиславом Канюсом та была осведомлена. Еще в Киселевске в общей компании Верочка познакомилась с Владом. Мы все были против этих отношений. Мальчик со сложным характером, особо высоких целей в жизни не ставил, рассказывает Оксана Пехтелева. В Киселевске многие знали, что Владислав рано остался без семьи. Сначала его мать отправилась строить новую жизнь с другим человеком. Потом отец совершил преступление, а после суда покончил с собой. Смерть была страшной, и Владислав стал невольным ее свидетелем. Конечно, жизнь у парня непростая, его по-человечески жалко, но для Верочки мы хотели совсем другой судьбы. Ее выбор не одобрили, ждали, что отношения сойдут на нет. С горечью делится Оксана Пехтелева. Подробности романа Веры и Владислава прошли мимо знакомых и друзей. Лучшая подруга Веры позже сообщит только, что их ссоры были обычным явлением. Когда отец Веры узнал об их отношениях, он попросил прекратить их, считал, что у Влада дурная кровь, так как отец парня покончил с собой. Но дочь общения не прекратила, а лишь перестала делиться этим с родителями. Влад никогда не приезжал на семейные праздники, его нет на фотографиях, которые Верочка выкладывала в сетях. Она как будто прятала его, рассказывает Оксана Пехтелева. Женщина признается, складывалось впечатление, что Влад увидел в ее дочке возможность устроить свою жизнь. У девочки были хорошие перспективы, родители планировали помочь Вере с квартирой, перспективы с работой тоже были радужны. И после университета девушка обязательно построила бы карьеру, а вот ее молодой человек не мог похвастаться тем же самым. Даже комнату в общежитии, где Вера и Влад прожили около года, оплачивала Вера. А однажды в разговоре с мамой проговорилась: Влад не сможет без нее жить. И вот в ноябре 2019 года Оксана Пехтелева услышала в телефонной трубке заветные слова, которых так давно ждала, о том, что взаимоотношения с Канюсом закончены. Девушка собрала самые необходимые вещи и вернулась в студенческое общежитие. За остальным Вера планировала вернуться позже. В течение нескольких недель она звонила Владу, но он то работал, то отдыхал с друзьями, то было не до этого. Тем неожиданней стал его звонок с предложением приехать 13 января. Я хотел, чтобы она замолчала. На 14 января у Веры был назначен экзамен, и вряд ли она планировала надолго задерживаться у бывшего возлюбленного.
Около 17:00 Вера отправляет голосовые сообщения своей подруге Кире Егоровой. Так, Зай, ну смотри, я еще тут, я сейчас собираю вещи. Всего. Ну, в принципе, смотри, я думаю, у меня полчаса еще хватит. На такси я доеду. Ну, да, надеюсь, в 6 где-то я буду в общаге. Чуть позже было отправлено еще одно голосовое сообщение от Владислава Канюса Кире. Кира, пожалуйста, я тебя прошу серьезно, отстань, отдохни пока что сейчас элементарно. Мне нужен этот человек в данный момент, и она со мной находится вместе. Мне это важно и нужно. Хватит, пожалуйста, не надо ни в чем помогать. Я и сам абсолютно во всем сегодня помогу. По голосу молодого человека было ясно, что Канюс выпивал в тот вечер. Позже выяснится, что накануне ночью он звонил брату в Новосибирск и сказал, что будет убивать Веру. В ту ночь с 13 на 14 января 2020 года в гулких коридорах общежития на Ленинградском проспекте города Кемерово раздались женские крики. Первый звонок в службу спасения 112 от соседей поступил в 4:52 утра. Крики становились все громче, все отчаяние. Женский голос молил о помощи. Помогите, спасите, орет благим матом. У меня тут соседи даже вышли уже с других квартир. Стучимся, дверь не открывается, она кричит «помогите», и все. Но время шло, а никто не ехал. К тому моменту возле двери, откуда доносились крики, собрались соседи из разных квартир от 5 до 8 этажа. Я проснулся, я спал здесь, я проснулся от ее криков. Представляешь, она орала, если с 9 и с 5 этажа люди поднимались. Они стучали в двери, требуя открыть их. Слышали, как с той стороны подбегала девушка и как ее оттаскивал обратно в комнату мужчина. Соседи были не в силах слушать душераздирающие крики. Они снова и снова набирали номер 112, но диалоги с оператором не приносили результата. Оператор 112. Девушка, вот слышишь, как она орет там за дверью? Я что должна сделать-то? Где милиция? Чего так разговариваете? А как мне дверь-то открыть, там ее убьют сегодня? Полиция приедет, не надо материться. Крики продолжались, а помощь все не шла. В дежурной части в это время люди, которые должны были отправить экипаж для выяснения обстоятельств, просто проигнорировали вызов, решив, что это обычные семейные разборки в комнате общежития. Ну и прослала бы мне центральный проверить адрес. Я не повезу, не отправлю в Централов. Почему? Ну, потому что они перекрывают Ленинский район, мне некого отправить. Централы перекрывают Ленинский район, центральная тишина, а у нас... «Вера, прости меня, я тебя очень люблю», услышали из-за двери жильцы общежития, безуспешно звавшие на помощь полицию. Только после этого им удалось вскрыть дверь и проникнуть в квартиру. Там они обнаружили изрезанный труп девушки. В ванной находился сам душегуб. Убийца был пьян и не пытался сбежать. Когда правоохранители все же появились на месте, он добровольно поехал с ними. Она кричала минут 40, стали ломать дверь, рассказывает один из соседей. Сломали, а там все. Она на полу лежала. Сосед подошел, пощупал. Холодное все там. К слову, брат Канюса уже успел добраться на своем автомобиле из Новосибирска, раньше экстренных служб. Соседи снова позвонили по номеру 112, сообщили о смерти Веры и спросили, что же им теперь делать. Оператор велела оставаться на линии, пообещала переключить на полицию, назначить сотрудников скорой помощи. 1,5 часа назад вызывали службу, полицию на Ленинградский 28, до сих пор никто не приехал. Своими силами взломали дверь, девушка уже мертва. Наши действия. Почему у нас службы так долго едут и почему у нас службы никак не работают? Что с девушкой? Девушка уже мертва, 1,5 часа вызывали службы для спасения. Девушка орала «помогите, спасите», никто не помог и не спас. Вот допинал он ее все-таки. Никто не приехал, едва сдерживая эмоции, сказала оператор, положив трубку телефона. Согласно заключению судмедэксперта, первые незначительные травмы девушка получила за 6 часов до смерти. С каждым часом парень наносил удары все сильнее и чаще. В итоге 14 января 2020 года в 6:30 девушка умерла. Оксана, мать Веры Пехтелевой, говорит, что дочь хоронили в закрытом по горло платье, а в похоронном бюро 4 часа пытались гримом восстановить лицо. Практически выколот глаз, снесен череп. Это не ее лицо. 3 часа гример пытался хотя бы как-то восстановить личико нашей девочки, потому что все было изорвано, истерзано, исколото на куски.
Прощаться с Верой Пехтелевой пришел весь город. Наша церковь, рассчитанная на 600 человек, была битком забита. Ее многие знали, ценили, любили, едва сдерживая слезы, рассказывает Оксана Пехтелева. Для меня словно жизнь остановилась. Первое время существовало, а сейчас хочу только одного – чтобы Канюс и те полицейские, которые проигнорировали вызов, понесли справедливое наказание. Оксана признается, жажда возмездия и поддержка родных придают ей сил жить дальше. Она говорит о том, что после резонанса, который вызвала смерть ее дочери, вокруг нее появилось много хороших людей, поддерживающих, помогающих добиваться справедливости, и верит, все виновные в смерти дочери будут наказаны. Возможно, смерть Веры поможет спасти других девушек, которые не станут жертвами жестокости и равнодушия. Допрос и приговор. На допросе 14 января 2020 года Владислав утверждал, что помогал Вере собирать ее вещи. В это же время они распивали алкогольные напитки, а именно пили пиво, ликер Егермейстер, а также водку. Пива на двоих было около 6 литров, ликера выпили 0,7 литра, водки около половины литра. Суд выслушал показания свидетелей, судмедэксперта и показания самого обвиняемого. Выяснилось, что Вера погибла от совокупности повреждений. На ее теле насчитали более 100 травм, ушибов, гематом и резаных ран. Больше всего пострадали голова, лицо и шея. Оказалось, что убийца душил девушку несколько раз. Я натянул это, подожди. Сам шнур потянул? Это минуты полторы или две прошло. Ну, то есть я понимал по кондиции, она еще дышала. То есть его удерживали? Да, я чуть-чуть держал. Я не сильно натянул так, чтобы прям там передавило все резко, и она там закашляла. А то есть легкая такая натяжка была. Канюс утверждал, что конфликт начала Вера. Она оскорбляла Влада, он разозлился и ударил ее несколько раз. Она ответила, завязалась драка. Удар нанесли кулаком, какой частью руки? Ладонью, чем? Ладонью. Сколько всего ударов ей по лицу нанесли? 4. 4. А вы одной рукой били? Да. Какого удара ей нанесли? Она упала или не упала? Сегодня, когда последний раз она упала. Куда она упала? Покажите нам, какое место. Когда девушка уже лежала на полу, Канюс увидел стоявший рядом утюг и намотал его шнур ей на шею. Хотел, чтобы она уснула минут на 15, объяснял свои действия подсудимый. На вопрос адвоката, звонили ли вы вашему брату, сообщали ли о случившемся, он ответил. Я просто орал в трубку и говорил, что она не дышит, и все, я просто орал. А он говорит, типа, открой дверь, и что-то вызывай скорую. Не дышит, да? Да, вызывай скорую, что открой дверь, сделай, говорит, искусственное дыхание. А я что в себя ушел просто. Я не отрицаю того, что именно от моих действий наступила смерть Веры. Убивать я ее не хотел. Я желаю принести свои извинения родственникам Веры, сказал Владислав на следствии. 28 июля 2022 года Владислава Канюса приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Родственники жертвы с таким решением суда не согласились. Перед вынесением приговора подсудимый сказал последнее слово. Отец Веры рассказал журналистам о том, как Канюс заявил, что не хотел убивать девушку, но сделал это из-за того, что она была плохая. Второе уголовное дело. После убийства Веры Пехтелевой было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного отдела полиции Ленинский. Их осудили по первой части 293 статьи «Халатность», наказание по которой до 120 тысяч рублей штрафа или исправительные работы. Очередной суд над ними прошел 26 февраля. Тогда гособвинитель попросил вернуть уголовное дело прокурору для переквалификации статьи на более тяжкую. Ленинский районный суд города Кемерово ходатайство гособвинителя удовлетворил. Отец убитой девушки Евгений Пехтелев, от лица которого было составлено ходатайство, просил изменить инкриминируемую статью на вторую ее часть. По ней максимальное наказание до 5 лет колонии. Сотрудники ППС говорили, я не наряд, но ситуация складывается так, что после того, как прошла информация, что обнаружен труп, сотрудник ППС приехал на личном автомобиле в течение 10 минут. То есть до этого он за 2 часа не мог добраться и говорил, я не наряд. Здесь он по каким-то
сверхспособностям приехал за 10 минут. В ходатайстве отца Веры описывается, что 13 января 2020 года Балашов и Тарицын заступили на суточное дежурство в 9:00 в дежурной части отдела полиции Ленинский УМВД России по городу Кемерово. 14 января в 4:55 они получили сообщение о семейном конфликте в квартире на Ленинском проспекте. Балашов внес сообщение в электронную карточку, но оперативно не отреагировал и не направил сотрудников полиции. В 5:21 Балашов ушел на перерыв. В это время его обязанности выполнял Тарицын. В 5:28 Тарицын, который знал о первом звонке, получил повторный звонок от оперативного дежурного о криках. Таким образом, фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, указывают на наличие оснований для квалификации действий-бездействий указанных лиц как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния, отмечается в ходатайстве. Сторона обвинения считает, что квалификация действий полицейских в халатности дана неверно. Есть основания для квалификации по более тяжелой статье и, соответственно, для назначения более сурового наказания. Майор полиции Михаил Балашов, капитан Дмитрий Тарицын и диспетчер Мария Пономарёва получили по 2 года лишения свободы условно. Без комментариев. Погиб человек. Человек, которого убивали несколько часов подряд. Диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева по 1,5 года лишения свободы условно. Их признали виновными по статье о халатности, повлекшей смерть человека. История с продолжением. 8 ноября 2023 года общественность была шокирована известием. Осужденный за убийство студентки Владислав Канюс помилован указом президента. Копию ответа прокуратуры и ФСИН опубликовали телеграм-каналы. Один документ был выдан прокуратурой 28 апреля 2023 года. Исходя из уведомления, следовало, что на следующий день после получения помилования, 27 апреля, Канюс был освобожден от дальнейшего отбывания наказания, а его судимость была снята. Подсудимый отбыл в распоряжении Главного управления ФСИН России по Ростовской области. Семья Пехтелевых узнала, что заключенного направили в зону специальной военной операции. Первые фотографии Канюса в военной форме, держащего оружие, стали появляться в мае, но достоверность этой информации не была подтверждена ФСИН. По их версии, Канюс был отправлен в Ростовскую область. Согласно ответу прокуратуры, который получил Евгений Пехтелев 8 ноября 2023 года, Канюса помиловали еще в апреле 2023 года, освободив таким образом от наказания и сняв судимость. Также отмечается, что в Ростовской области, куда, как думали близкие погибшей девушки, этапировали молодого человека, он наказания не отбывал. Где находится сейчас убийца Веры, органам ФСИН неизвестно. Нам вот сообщили недавно прокуратура Ростовской области о том, что Пеля был помилован 23 года, и, как сегодня сказал один из представителей власти, что такие идут искупать вину своей кровью. А перед кем они идут вину кровью искупать? Оксана Пехтелева, мать Веры, сообщила, что семья не собирается опускать руки, но на справедливость надежды нет. Я была шокирована. Я сначала даже не поняла, подумала, что фейк. Наши истерзанные души уже настолько устали биться. Это так тяжело, так омерзительно. По ее словам, государственные ведомства сначала не хотели давать ответ на вопрос, где находится Канюс. Сначала Минобороны Российской Федерации в лице кадрового работника нам написала, что он не числится в рядах вооруженных сил России. Спустя где-то месяц мы узнаем, что он дал свое письменное согласие на то, чтобы принять участие в СВО. И сейчас мы получили документ, где черным по белому написано, что он еще и освобожден от уголовной ответственности. Женщина отметила, что пока семья не приняла решения о дальнейших действиях. Дорогие гости и подписчики канала, как вы думаете, с чем связан столь гуманный приговор Владиславу Канюсу за такое жестокое убийство? Почему брат Владислава сразу не обратился в полицию? Оправдано ли освобождение от уголовной ответственности для совершивших такие тяжкие преступления? Делитесь своими мыслями в комментариях.